Просто вот главное вам серединку где-то для себя понять, да, где будет вот эта вот, серединка бутона и вот эти формы лепестков, да, контуров. И не бойтесь сейчас воды, вот пусть вода будет здесь. То есть такими легкими мазками мы начинаем намечать наши эти лепесточки, форму. Пусть оно куда-то затекает, да, то есть сейчас вот все вот эти вот как бы оплошности, они могут вам быть на пользу. Если вы сразу боитесь, да, ярко делать, делайте таким более сначала прозрачным цветом, на который будет легко потом наложить еще цвета, слои. Оставляйте где-то белый, да, между ними белое такое пространство, чтобы оно совсем, да, все не расплылось. То есть, опять же, вот идем по принципу такой спирали. Это каждый раз такое приключение. Я, пожалуй, возьму вот такую кисть, для этого формата все-таки, наверное, поудобнее. Вы здесь же можете уже добавлять, может быть, еще какие-то оттенки, пока оно все такое живое, да, оно немножко расплывается. И у цветка, да, у него вот как бы здесь, да, он уходит туда в глубину, поэтому мы сюда добавляем чуть-чуть больше цвета, да, чтобы показать вот этот вот поворот формы, немножко глубину, да, как воронка такая. Здесь можем чуть-чуть наметить середину уже, но все такими очень легкими мазками и оставляя белое. То есть это будет наш вот уже такой бутончик внутренний, такой, который свернут, да, плотно. Вы можете поиграть тоже с этими затеканиями, да, немножко покрутить бумагу. Поэтому удобно, когда это не очень большой формат. Теперь мы можем взять более тонкую кисточку. Сейчас оно потихонечку будет чуть-чуть подсыхать. Это хорошо. И так как будет сверху контур, то здесь я сейчас
Стараюсь так сделать ее более все равно такой обобщенной. И теперь он, конечно, у меня еще не совсем высох. Я попробую показать на нем, все-таки на нем, так как он покрупнее, что можно дальше, да, как с этим работать. Давайте все-таки, наверное, не на нем я покажу вот на этих примерах, потому что все-таки здесь у меня еще влажная акварель, и просто где-то может не получиться. Здесь тоже еще влажноватая бумага, то есть все-таки надо хорошо здесь, чтобы полное было высыхание, поэтому я, в принципе, вот так и рассчитывала, что я на этом покажу примере. То есть здесь я уже проработала это, да, для примера приблизительно, да, такой сделала вариант. Здесь опять же, вот как мы, да, вначале говорили про штрихи, здесь уже ваша воля, как к этому подойти. Я просто показываю вам пример. Вот на этом сейчас попробуем, да, то есть мы просто контуром теперь уточняем наш рисунок. То есть это могут быть как линии, это могут быть штрихи. И не обязательно, да, чтобы они совпадали у вас с вашим рисунком акварели. То есть здесь даже хорошо, когда оно чуть-чуть не совпадает. То есть здесь опять же может быть как очень-очень подробный такой, прям, да, по типу гравюры рисунок, так и здесь вот все-таки, да, немножко темновато сейчас, наверное, здесь видно. Так и очень свободный рисунок по типу перо, как пером, да. Если у вас есть перышко, вы также можете попробовать это перышком и тушью. И вы получите, да, еще более интересные эффекты нажатия. То есть, видите, я где-то специально оставляю белое вот здесь. То есть прохожу немножечко поверху. И внимательно с контуром тоже работаем. Где-то мы можем, да, его немножко сделать толще, где-то тоньше, чтобы он такой был живой.
То есть мы уточняем нашу форму и одновременно, да, как бы делаем ее такой более законченной. И здесь уже опять же на ваше усмотрение, да, где, когда остановиться, можете на таком этапе остановиться, а можете дальше, да, прорабатывать. То есть это уже на ваш вкус. Вот здесь замечаете, да, вот здесь была более толстая ручка, более жирный такой контур. Здесь он более легкий. Мне больше нравится такой более тонкий. Здесь опять же от формата еще зависит. Здесь уже подсохло, и можно уже немножечко поработать. Здесь вам не нужно прям повторять точно за мной, да, если вы чувствуете, что это, например, не ваша манера, да, может быть, вы более тщательно, да, хотите это порисовать. Рисунок очень сильно, да, выражает характер, и здесь нужно исследовать за своей интуицией, да, за своим желанием. Вы можете, да, также с фотографии открыть фотографию и какой-то розы и посмотреть, да, чтобы это был как ваш такой референс. А можете просто от себя. Вот в такой манере, в которой я делаю, да, здесь позволительная небрежность, такая свободное рисование. То есть не переживайте, да, что ваши линии где-то там не туда заходят. Все нормально. Смотрите примеры художников, смотрите графику. Сейчас очень много музеев, да, открыли свои онлайн-коллекции. Пользуйтесь случаем, смотрите, вдохновляйтесь. Если вы художник или будущий художник, особенно тогда, да, насыщайте себя примерами, используйте Pinterest. Ну, вот это вот, да, вот здесь формат, вот мне лично он просто больше подходит, такой более крупный формат, да, по сравнению вот с этим вариантом. И я прям чувствую, как мне свободнее рисовать в таком формате. То есть здесь опять же, а кто-то, да, любит очень-очень, да, так скрупулезно что-то поделать в большом формате. То есть опять же, все очень индивидуально.